Всем привет, с вами Квилл и первое видео из серии Redstone гайдов. И да, я на коне. В этих видео я буду рассказывать об основных принципах и универсальных схемах, не уходя в конкретное направление. Например, я объясню суть флеймашин, компьютеров и ТНТ-пушек на доступном уровне. Но не буду рассказывать, как создать пожиратель миров, 3D-движок или орбиталку с нуля. Более глубокие гайды по конкретным направлениям Redstone будут на канале в будущем, поэтому подписывайтесь. После такого длинного вступления пора бы начать гайд, и начнем с времени. В реальном мире время течет непрерывно, и его можно бесконечно делить на меньшие и меньшие кусочки. Главное, чтобы мы могли их измерить. Мы можем изобразить ось времени и объект, который прямолинейно движется вперед во времени с постоянной скоростью. В видеоиграх все иначе, и вместо непрерывного потока время представлено равными неделимыми отрезками, игровыми тиками. В одной секунде 20 таких отрезков, и когда начинается каждый тик, компьютер симулирует все события игры, просчитывает гравитацию, взрывы, редстоун, достижения и вообще все, что происходит в мире. И да, наши компьютеры достаточно быстрые для такого. Если вернуться к нашему объекту во времени, теперь он движется не плавно, а прерывисто, буквально телепортируясь в пространстве 20 раз в секунду. Чтобы избежать таких телепортаций, при этом не увеличивая число тиков в секунду, игру разбили на две половины – серверную и клиентскую. Серверная часть игры все так же просчитывает события 20 раз в секунду, а клиентская сглаживает некоторые из них, добавляя, скажем так, промежуточные кадры, которых на самом деле не существует. Раз в секунде 20 тиков, и в начале каждого тика происходят все просчеты в мире, то компьютер обязан успевать сделать эти просчеты до начала нового тика, иначе игра будет отставать от реального времени, а сервер лагать. 1/20 часть секунды или 50 миллисекунд – это жесткий лимит. Если компьютер обрабатывает тик дольше, чем эти 50 миллисекунд, то сервер отстает от реального времени, ТПС падает, а игра лагает. Такое происходит, если, например, заставить сервер считать взрывы миллиона блоков или наспавнить кучу мобов. Очевидно, что в таких случаях 50 миллисекунд компьютеру просто не хватит. Крутой мод под названием Carpet Mod позволяет отслеживать, сколько миллисекунд на данный момент тратит компьютер для просчета тика, или MSPT Millisecond per Tick, миллисекунды за тик. Если MSPT будет больше, чем 50, опять же игра отстает и сервер лагает. Фух, наконец-то разобрались со временем. Теперь переходим к основным Redstone компонентам и их применениям, а после этого я покажу пошагово, как создаю механизмы на практике. Весь Redstone начинается и заканчивается пылью. Redstone пыль можно ставить на большую часть поверхности, особенно в новейших версиях. У Redstone пыли есть два ключевых свойства – состояние, вкл-выкл, и сила сигнала от 0 до 15 включительно. Стоит заметить параллель между реальным проводником электричества, у которого есть два состояния вкл-выкл, и у которого есть большой спектр разных напряжений. Именно этим разработчик игры и вдохновлялся. Все Redstone компоненты можно поделить на устройства ввода, вывода и функциональные устройства. Опять же, можно провести параллели с электроникой, информатикой и так далее. Кстати, большинство Redstone компонентов можно отнести сразу в несколько из категорий. Те же наблюдатели полезны и для ввода, и для функциональщины. А медные лампы можно использовать вообще везде. Пройдемся по устройствам ввода. Каменные кнопки запитывают Redstone ровно на 1 секунду или 20 тиков. Деревянные кнопки на 30 тиков или 1,5 секунды. Деревянные кнопки можно активировать снарядами, каменные нельзя. Деревянные нажимные плиты активируются от любых сущностей, каменные только от мобов, игроков и стоек для брони. Железные и золотые нажимные плиты аналогичны деревянным, но сила сигнала, которую они выдают, зависит от количества сущностей, что их касаются. Единственный раз, когда я применял золотую пластину, был вот в этом игровом автомате, чтобы считать, сколько вылупилось куриц. Железную еще не использовал.
Рычаг питает редстоун-провод непрерывно. Мишень выдает сигнал длиной 8 тиков или 0,4 секунды, если задето чем-то вроде снежка, но стрелы и трезубцы питают мишень на целую секунду. Также мишень полезна тем, что перенаправляет стоящие рядом редстоун-провода в себя, и при этом ее можно двигать поршнем, и при всем этом мишень это плотный блок, который можно запитать проводом. Поэтому она очень полезна как на флай-машинах, так и в принципе для компактных проводок. Датчиковая рельса дает сигнал, пока ее касается хитбокс вагонетки, и у нее задержка 10 тиков при убирании вагонетки. Ее также можно толкать поршнем, и она перенаправляет редстоун провода, но она уже не плотный блок, как мишень. Полезна как по назначению, так и для флай-машин как передвижной источник питания. И для всяких дюперов и бадов, потому что позволяет перенаправлять сигнал, не обновляя питаемый компонент. Конкретно про бады поговорим в следующих видео. Наблюдатель может считывать обновление состояний блоков. На выводе наблюдатель дает редстоун-сигнал длиной 2 тика, то бишь короткий сигнал, что очень полезно в сочетании с липкими поршнями. Если повесить на него картину или рамку, он продолжит работать как обычно, поэтому их можно прятать. Самые полезные взаимодействия наблюдателя для ввода – калитки, нотные блоки, рычаги, горшки, шалкеровые ящики, двери, люки, котлы и еще куча блоков, которые мне уже лень перечислять. Применения наблюдателя реально безграничны, но вот несколько из самых популярных. Счетчик на 2 активации, флип-флоп или в народе симулятор рычага, клок из 2 наблюдателей. Ставя его руками, он будет иметь задержку 6 геймтиков, а толкнув его поршнем 4 геймтика. Датчик приезда блока в конвейере. Про бомбезные сочетания наблюдателя и поршня немножко далее. Компаратор. Вдохновлен аналоговым компаратором в электрике, который сравнивает два напряжения. Почему-то его не перевели на русский. Если репитер это повторитель, то компаратор по идее сравнитель. Ну и кроме очевидной из названия функции сравнивать сигналы, у компаратора есть и другая – чтение заполненности контейнеров. В зависимости от нее он выводит сигнал разной силы. Также он может читать оборот предметов в рамке. А самое прикольное применение для ввода это CAD или компаратор Update Detector. Он позволяет детектить нажатие по слотам контейнеров, их размещение и ломание, и еще кучу всего полезного. Детально рассмотрим CAD также в следующих видео. Возможно вместе с бадами. Также у компаратора есть режим вычитания, в котором он становится буквально калькулятором и вычитает боковую силу сигнала от входной. На этом основан популярный компараторный 4-геймтиковый клок. Сила сигнала вычитается, да так что потом боковая сторона вообще не будет запитана,
Поэтому сила на выходе снова мужает и растет, и так по кругу. Очевидно, что режим отрицания полезен для компьютеров, но углубимся в это в следующих видео. Далее устройство вывода. Redstone лампы – самый наглядный пример. Их можно запитать от блока или напрямую. И так как они являются плотными блоками, то при прямой запитке все компоненты вокруг тоже запитаются. При распитывании горят еще 4 тика. Это полезно для передвижной задержки на флаймашинах, а еще позволяет делать машины с автовозвратом при остановке. Медные лампы. Аналог ламп, который не прекращает гореть, пока не забит на второй раз. Медные лампы полезны как для красивой индикации, так и для компактных ячеек памяти в Redstone компьютерах. Их состояние можно читать компаратором. Когда их впервые выпустили, у них была задержка 1 геймтик, и это было просто шикарно. Ибо хрен ты добудешь такую задержку по-другому, это будет очень громоздко и сложно. Но Mojang послали людей и убрали эту задержку. Спасибо, Mojang. Еще для вывода могут использоваться раздатчики с жидкостями, поршни с блоками, конвейерные ленты блоков и так далее. Все-таки Майнкрафт это песочница, единого решения задачи в нем никогда не бывает. Ну и наконец, функциональные устройства. Redstone блок это вечно запитанный неплотный блок. Наблюдатель, как вы уже поняли, считывает обновление состояний блоков, например, открытие калиток и люков, движение поршней, запитывание ламп, рост травы и так далее. Главная фишка наблюдателей в том, что на выходе они дают короткий сигнал всего 2 игровых тика длиной. До появления наблюдателей такие сигналы получали примерно вот так, что очень громоздко и на флай-машину вообще не подцепишь, поэтому наблюдатели просто невероятно полезны. А теперь переходим к поршням. Поршень может толкать до 12 блоков включительно. Этот лимит называется Push Limit. Удобно пользоваться модом Pist Order, чтобы видеть, сколько блоков будет толкать поршень. Поршни толкают блоки ровно 3 игровых тика. Если поршень толкает липкие блоки, то блоки вокруг них тоже придут в движение и будут учитываться в пуш-лимите. Единственные блоки, которые не липнут к слизи, это мед и глазурованная терракота. И те очень полезны для флай-машин. Именно то, что мед и слизь не липнут друг к другу, позволяет делать флай-машины, стоящие вплотную друг к другу. А терракота полезна в сложных ситуациях вроде станций, так что пока рассказывать не буду. Самая интересная особенность поршней – квази-запитка. Есть аналогия поршня и нижней половины двери. Если запитать дверь в тех местах, где питание получила бы только верхняя половинка, то нижняя сама по себе не реагирует. Происходит это потому, что сервер не просчитывает каждый блок, каждый тик. Это было бы тупо невозможной задачей для компьютера. На деле сервер просто просчитывает те блоки, над которыми совершаются какие-то действия. Например, если после такой запитки возле двери поставить блок, она вдруг понимает, что запитанный открывается. И как вы могли заметить, поршень тоже запитался. Есть миф, что разработчики скопировали код двери и вставили в поршень, но чувачок с ником Space Walker его опроверг. Короче, чтобы питать поршни из вот таких позиций, их нужно как-то обновлять. Такие обновления зовутся блок-апдейтами. Вот несколько примеров крутецких блок-апдейтов. И да, наблюдатель кроме запитывания отправляет еще и блок-апдейт из своей задницы. Поэтому вот такие конструкции возможны и вообще-то очень полезны. А теперь липкие поршни. Кроме того, что они заимствуют весь функционал обычных поршней, у них еще есть 1001 собственная фишечка. Первое. Если подать липкому поршню короткий сигнал, а именно сигнал меньше 3 тиков длиной, как вы помните, поршню нужно ровно 3 тика на толкание блоков. Так вот, такие короткие сигналы заставляют липкие поршни просто толкать блоки, не забирая их назад. И как вы помните, наблюдатели как раз дают сигнал длиной 2 тика, а это меньше 3. Это мега-ультра-супер-дупер полезно для флай-машин. Например, простейшая двухсторонняя флай-машина состоит из 2 сегментов, в которых липкие поршни питаются наблюдателями, толкают и подтягивают друг друга, тем самым обновляют наблюдателей на противоположных сегментах, и происходит это все до бесконечности в цикле. Другая фишка липких поршней появилась в версии 1.13. Именно в этой версии добавили залитые водой блоки. И так уж вышло, что липкие поршни, толкающие их,
сохраняют в них жидкость. Как вы уже поняли, именно эта фишечка используется в строительных ледяных дорог и машинах для потопов. Еще одна крутяцкая фишка липких поршней – мгновенное распитывание. Если липкий поршень подтягивает редстоун блок, питавший другой липкий поршень, то оба липких поршня распитаются в один и тот же тик. Это очень полезно для мгновенных линий на флейм-машинах. Я даже использовал такое в своих стакаемых бурах без кораллов. А раньше такой повсеместно использовали и в стационарных проводах, пока не заменили черной магией с рельсами. Про черную магию с рельсами в будущих видео. Также это очень полезно для всяких редстоун дверей и до сих пор повсеместно используется. Далее идут воронки. Они могут подбирать предметы, выкачивать их из контейнеров и перемещать их со скоростью 8 тиков за предмет. Подбираются предметы через блоки, если у них не полные хитбоксы. Если запитать воронку, она прекратит подбирать и переносить предметы. Так как воронки каждый тик пробует взаимодействовать с предметами, большое их количество неизбежно вызывает лаги, поэтому всегда следует питать их по возможности. Да-да, Джарвис. Питание воронок называется хоппер-лок. Если же нет возможности питать воронки, их можно хотя бы накрывать компостерами или выбрасывателями. Так они будут передавать предметы, но хотя бы не будут пытаться их подбирать. Да-да, Джарвис. Далее выбрасыватели. При запитывании срабатывают через 4 игровых тика. Как и поршни, выбрасыватели подвержены квази-запитке. Но в отличие от поршней, они не создают блок апдейтов. Их нужно обновлять извне. Они полезны для рандомайзеров, так как выбрасывают случайный предмет. А также из-за своей способности сунуть предметы внутрь контейнеров. Вот пример самого простого рандомайзера. Выбрасыватель пихает случайный предмет в воронку. Если этот предмет не стакаемый, то в воронке заполнен целый слот, и компаратор, читающий воронку, выдает большую силу сигнала. А если выпадет стакаемый предмет, сила сигнала на выходе мизерная. Раздатчики также подвержены квази-запитке, но в отличие от выбрасывателей не могут пихать предметы в контейнеры. Зато у раздатчиков Квадриллиона одно уникальное взаимодействие со всеми подряд штуками. Мне лень распитывать, смотрите Майнкрафт Вики, но, например, с 1.15 и выше раздатчики могут наливать в бутылки воду. Это полезно для автозельеварок. Ну и какой же это Redstone Guide без повторителей? Повторитель превращает любой ненулевой сигнал в сигнал максимальной силы. У повторителя есть 4 вида задержки. 2, 4, 6 и 8 геймтиков. Из-за этого люди ввели термин Redstone тика, который равен 2 геймтикам, чисто для удобства с работой с повторителями. Если подать повторителю короткий сигнал, он не просто выводит его с задержкой, а еще и доводит до определенной длины сигнала. Это можно использовать, чтобы делать вот такие вот удлинители сигнала. Как видите, здесь короткий сигнал удлиняется, и его становится достаточно, чтобы вылить немножко воды из люка.
Также это бывает полезно в связке с наблюдателями. Вот, например, простой удваиватель сигнала. Если же вам нужно сохранить сигнал коротким, то не бойтесь использовать максимальную задержку повторителя. У вас на подхвате всегда есть вот такой моностейбл, или как я его зову, поршень-песочек, который готов укоротить ваш сигнал. Помимо прочего, у повторителя есть и функция блокирования. Если активный повторитель или компаратор смотрит ему под ребро, то данный повторитель будет заблокирован. На этом можно делать крутые схемы вроде вот этой флип-флопы. У меня на канале есть механизм для казино, который использовал блокирование вообще, чтобы вращать свет. Думаю, для первого гайда информации достаточно, поэтому перейдем к образу мышления, и я покажу, как на практике строить дверь с нуля. Так как это первый гайд, я не буду грузить вашу головушку чем-то запредельным и сделаю простую дверь 3 на 3. Любой проект начинается с четкого определения конечной цели. Какую я хочу дверь? 3 на 3. Какую я хочу анимацию открытия и закрытия? Сейчас мне не важно. Я хочу быструю, дешевую или компактную дверь? Я хочу компактную дверь, желательно подешевле. Каким будет механизм активации? Рычаг проще всего, ведь легко совместим с наблюдателями, поэтому сейчас используем его. Волнуют ли меня торчащие из стены и пола редстоун компоненты? Да, я бы хотел их скрыть. С опытом вы начнете ставить и отвечать на подобные вопросы подсознательно, еще даже до того, как возьметесь за дело. Когда сформировали техзадание, можем прописывать все задачи, что нам предстоит решить. 3 на 3 дверь имеет рабочую область, состоящую из 9 блоков. Если пончики из 8 блоков сделать несложно, просто пристраиваем каждому из них по поршню и идем отдыхать, то вот центральный блок уже чуть посложнее. Ставим текущие мини-задачи и сделать что-то с этим центральным блоком. Самый простой способ забрать центральный блок, при этом не добавляя торчащие компоненты из стен, это двойной поршень или Double Piston Extender. Заметьте, как на подтягивании блока по-умному обыграна квази-запитка поршня от блока. Обновляет его, кстати, задний поршень. Такие элементарные, но очень полезные схемы, как двойные поршни, создаются единожды и заучиваются. Все как в электрике. Подключаем к нашей двери двойной поршень и понимаем, что только его будет недостаточно. Нам нужна по сути целая мини-дверь внутри 3 на 3 двери. Меняем нынешнюю мини-задачу на создание такой мини-двери. Опять же, грузить вас я сегодня уже не буду, я и сам устал, поэтому просто покажу рабочую схему. Она также использует очень умную квази-запитку и крутые тайминги. Пусть это и был достаточно детский механизм, но на его примере мы наглядно прочувствовали весь инженерный процесс. Подведем итоги. Для создания механизмов нужно: первое, сформировать нормальное техзадание. Чем лучше техзадание, тем меньше времени вы потратите на разработку. Второе, разбивать все задачи на меньшие подзадачи и по одной их решать. Если подзадачи слишком сложные, разбиваем их на микроподзадачи и так далее, пока не дойдем до чего-то максимально простого и решаемого. Четвертое. Склеиваем решение всех подзадач, микроподзадач и так далее в одно единственное решение одной большой задачки. Если во время постройки вы поняли, что сформировали плохое техзадание, то не расстраивайтесь. Все, что вы потратите, это ваше время. Не больше. На сегодня, думаю, все. Всем удачи и пока. И подписывайтесь. Алло, вы что, не подписаны? Не понял. В смысле вы не подписаны? Это что? Это как это называется?